Привет, друзья! В кулуарах Европарламента тревожные разговоры. По данным, которые располагают несколько политических изданий, Германия больше не готова платить за слабое звенья Евросоюза. В Брюсселе немецкие переговорщики озвучили шокирующую позицию. Следующий многолетний бюджет Евросоюза должен быть полностью перераспределен в сторону обороны и военной инфраструктуры. Ранее миллиарды евро уходили на аграрные субсидии, зеленые проекты и поддержку южных стран. Теперь этот порядок хотят обнулить. Приоритетом становится так называемая европейская безопасность. Это означает не больше теплиц и велосипедных трасс, а больше радаров, ПВО, спутников и бронетехники. Как сообщают источники, близкие к переговорам, Фридрих Мерц выдвинул четкий ультиматум. Германия не будет увеличивать взносы в общий бюджет, если не получит гарантий, что деньги больше не пойдут на сомнительные программы, не имеющие отношения к безопасности континента. Внутри Европейского Союза это вызвало настоящую бурю. Страны Восточной и Южной Европы уже заподозрили Берлин в попытке захватить контроль над распределением финансовых потоков, обрезая возможность слабых игроков. Но немецкая сторона парирует, времена изменились, и безопасность – это новая валюта доверия. И это только первый шаг, дальше куда громче. На фоне бюджетной битвы внутри Европейского Союза за кулисами происходит нечто куда более масштабное. Как утверждают политические обозреватели, в Берлине прошла закрытая встреча с участием представителей сразу 6 стран, на которых обсуждалось перезапуск знаменитого Веймарского треугольника. Только теперь в новом формате Веймар Плюс 2.0. Помимо Германии, Франции и Польши к обсуждению подключились Британия, Италия и Испания. Формально консультации неофициальное рождение новой оси Европы, действующей в обход Брюсселя без участия Соединенных Штатов Америки и НАТО. По словам одного из участников встречи, обсуждался переход координации политики безопасности, миграции и промышленной автономии. Документ, попавший в руки журналистов, прямо указывает: формат Веймар Плюс нацелен на создание гибкого альянса сильных стран, способного оперативно принимать решения без бюрократии Еврокомиссии. Некоторые аналитики уже окрестили это новой антибрюссельской коалицией, призванной спасти Европу от паралича слабых и вечных обсуждений. Более того, в кулуарах уже идут разговоры о совместных оборонных заказах, едином стандарте кибербезопасности и даже альтернативном энергетическом пакте. А сейчас начинается самое интересное. Если Веймар Плюс станет реальностью, баланс сил в Европе изменится навсегда. А теперь то, чего Брюссель боялся больше всего. В коридорах Брюсселя настоящий на самом деле шок. Германия начала действовать так, как будто бы Европейский Союз больше не существует в привычной форме. Ряд стран, от Бельгии до Финляндии, уже направили дипломатические ноты, в которых выражают крайне беспокойство действиями правительства Фридриха Мерца. И есть повод. Берлин начал переговоры о ключевых реформах напрямую с удобными странами, полностью обходя механизм общего согласования. Как сообщают источники, знакомые с данной ситуацией, речь идет не просто о консультациях, а о создании параллельного механизма принятия решений в рамках Европейского Союза, вплоть до обсуждения бюджета вне Брюсселя, альтернативного подхода к распределению средств между странами, которые поддерживают повестку Германии. Появились тревожные сигналы о разработке так называемого быстрого пакета решений, которые можно будет внедрить без длительных голосований. Формально это можно представить как антикризисную инициативу, но неофициально это путь к де-факто разделению Европейского Союза на активных и пассивных участников, на тех, кто влияет, и тех, кто просто выполняет. Сейчас в Брюсселе пытаются сохранить видимость контроля. Еврокомиссия делает осторожные заявления, призывает к дополнительному диалогу, но в кулуарах все чаще звучит страх. Германия больше не воспринимает Европейский Союз как равноправный союз. Она использует экономическое давление и прямые каналы связи, чтобы формировать собственную модель управления. И это еще не кульминация. На следующем саммите в Брюсселе Германия может представить свой альтернативный план Европы. Это будет взрыв.
Но и это была только прелюдия. Дальше удар по самой болезненной теме. Пока все обсуждают бюджеты и оборону, в Министерстве внутренних дел Германии разворачивается другая операция. Операция «Нулевая терпимость к нелегальной миграции». Как стало известно журналистам издания «Политик Директ», в ведомстве готовится радикальный план по изменению всей логики приема мигрантов. По замыслу чиновников будут созданы так называемые страны базирования, транзитные точки, куда будут срочно выдворяться нелегалы, не дождавшиеся статуса. В этих странах, скорее всего, это Северная Африка и Балканы, появятся специальные центры, через которые пойдет весь поток на депортацию. Особенность плана – это скорость. Рассматривается механизм, позволяющий депортировать человека в течение 7 дней с момента задержания, минуя суд и большинство инстанций. Более того, Германия готова самостоятельно признать десятки стран абсолютно безопасными, что автоматически снимает с властей обязательство рассматривать каждое прошение о защите. По информации источников, близких к МВД, обсуждается даже идея обхода парламентского одобрения путем использования чрезвычайной исполнительной инициативы, ссылаясь на угрозу внешней стабильности. Такой механизм уже опробован на региональном уровне, теперь его хотят масштабировать. Брюссель в замешательстве. Это решение противоречит базовым принципам миграционной политики Европейского Союза. Но Берлин, по словам одного из участников переговоров, не может больше ждать, пока континент утонет в дискуссиях. И это не последняя мера. Как говорят в МВД, самое жесткое еще впереди. Германия меняет правила. И вопрос, кто дал зеленый свет? Все не так просто. В европейских кулуарах нарастает напряжение. На первый взгляд Фридрих Мерц действует в одиночку, бросая вызов устоявшейся системе Европейского Союза. Но, как утверждают обозреватели, в действительности за ним стоит высокопоставленные единомышленники и не только в Берлине. По данным политических аналитиков, внутри Еврокомиссии, а также в Европейском Центральном банке существует негласная коалиция, которая давно выступает за пересмотр правил перераспределения бюджета, а также за сокращение роли малых стран в принятии стратегических решений. Эта сеть не афиширует свою деятельность, но, как стало известно журналистам одного из авторитетных изданий, она активно лоббирует идею так называемого федерализма второго уровня. В рамках этой концепции ключевые страны Европейского Союза, прежде всего Германия, Франция и Италия, получают расширенные полномочия по согласованию инициатив напрямую, минуя длинные процедуры общего голосования. Некоторые чиновники в Брюсселе уже назвали это явление восстанием хард-линии, групп, которые устали от бесконечных компромиссов и бюрократии. Они видят в действиях Мерца не угрозу, а шанс на перезагрузку. Именно эта скрытая поддержка, как утверждают источники, дает Берлину уверенность идти на нестандартные шаги. Интрига лишь усиливается. Если такая сеть действительно существует и расширяется, это может радикально изменить не только структуру Европейского Союза, но и распределение власти в Европе. Вопрос уже не в Мерце, вопрос в том, сколько союзников у него на самом верху. Но и это еще не все. Финальный удар Мерц приберег на десерт. Пока внимание приковано к международным реформам, внутри Германии разворачивается не менее жесткая игра. В правящих кругах говорят о настоящей чистке. По всей вертикали власти начинается замена кадров, связанных с предыдущими эпохами Меркеля и Шольца. Как сообщают инсайдеры в правительстве, готовится новый законопроект, касающийся контроля за политическими партиями и источниками их финансирования. Особое внимание прозрачности внешних дотаций, в том числе из фондов и организаций, действующих в рамках Европейского Союза. Официально это борьба с коррупцией, но неофициально это резкий сигнал старым центрам влияния. Одновременно в прессу начали просачиваться документы, касающиеся финансирования предвыборных штабов отдельных европейских партий, в том числе с участием частных лоббистских групп. Один из отчетов по данным был подготовлен еще в 2023 году, но только сейчас получил политическую огласку. Параллельно идет массовая ротация ведомства, которые традиционно считались наследием Меркель. Но и это еще не все. Один из депутатов от партии Мерца в кулуарах Бундестага заявил: «Мы только начали, нам нужно заново выстроить политическую систему, где решения принимаются здесь, в Берлине,
а не в брюссельских кабинетах. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.